Наталья Керн. Вот уже третий месяц не могу прийти в себя. Переболела вирусом Штейна-Барра и цитомегаловирусом. Пропила ГВ-эмбрио плюс в данное время принимаю Германии изотон. Подскажите, как именно принимать изотон и Германии? Изотон принимается 1 чайная ложка 1 раз в день в любое время. Германии принимается лучше всего 1 столовая ложка на пол-литра воды, желательно минеральной, желательно щелочной, там боржоми или еще какая-то. И принимается. Каждое утро просыпаюсь мокрой, температура 37,7. Каждый день принимаю душ, после душа температура 38, 38,5. Подскажите, это нормально? В случае, если у вас каждое утро появляется температура, это говорит о снижении иммунитета. Но это не обязательно, что вы болеете заболеванием Эпштейна-Барра. И вам, скорее всего, необходимо увеличивать или улучшать свой иммунитет. Каким образом это происходит? На первое место необходимо поставить препараты, которые будут улучшать общий иммунитет. Это препарат нашей компании, можно иммуногрант, это трибетин. Далее, температуру нужно снижать. Хоть она у вас и субферильная, тем не менее старайтесь температуру снижать, принимайте ибупрофен обычный, там, можно 500 миллиграммов 1 раз в день, чтобы снижать эту температуру. Далее, противовоспалительное любое средство или любой препарат. Противовоспалительный препарат может быть, допустим, Мавалис или диклофенак. Далее, сдайте развернутый анализ крови, и в развернутом анализе крови станет понятным, что приводит вас к тому, что у вас происходит появление вот такого воспаления. Дальше. Не ищите Эпштейна-Барра и так далее. Вот ни Эпштейна-Барра, ни цитомегаловирус не создают процесс температуры или повышения температуры. Так не бывает. А вот какое-то воспаление в вашем теле происходит. И что это за воспаление, придется все-таки узнать. Ну и по моему мнению, я думаю, что это какое-то аутоиммунное заболевание. Поэтому неплохо было бы все-таки еще, ну, общий развернутый анализ крови сможет показать. В случае, если там нейтрофилы высокие, то это будет связано с тем, что у вас там аллергическая реакция. В случае, если у вас ретикулоциты, допустим, там печеночные проблемы. В случае, если у вас, допустим, там гемоглобин высокий, легочные проблемы, ну и так далее. Лимфоциты почечные. И обычный врач посмотрит на ваш развернутый анализ крови, терапевт, и сможет сказать, что вам нужно искать вот в этом направлении, у вас там следующие заболевания. Лечить само по себе заболевание Эпштейна-Барра или цитомегаловирус, считаю, не нужно. Данное заболевание является заболеванием иммунной системы, и при лечении вирусных заболеваний Эпштейна-Барра или цитомегаловируса или там какого-либо другого заболевания, ТОЧ-инфекции, я считаю, что особо не стоит, потому что на первое место необходимо все же ставить работу с иммунитетом и иммунной системой, так как это все говорит о том, что есть иммунный дефицит. А если есть температура, это говорит о том, что иммунный дефицит создается за счет воспаления, которое происходит в организме. У меня герпес на руках, половых органах, как можно вылечить? Поможет ментоловая мазь. Купите любую ментоловую мазь, которая есть в аптеке, герпес уберется за 20 минут. За 1 час. То есть любая мазь, в которой есть ментол, устранит. Из моих препаратов мазь вариковазиновая. Она очень эффективна при любых поражениях герпеса. Для того, чтобы герпес не появлялся никогда и полечиться от герпеса, можно в случае, если вы пропьете препарат ГВИ по 2 таблетки 3 раза в день, желательно натощак.